Привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я расскажу вам о базовых акварельных упражнениях. Для упражнений вам понадобится акварель. Я использую белую ночь, Невскую палитру. Также вам понадобится кисть, которая хорошо держит воду. Это белка или имитация. Также вам необходимо закрепить лист горизонтально с помощью малярного скотча. Закрепите лист так, чтобы у вас осталось 4 ровных полосы. На каждой из полос мы будем отрабатывать определенные упражнения. Первое упражнение – это тоновая растяжка. Выберите один любой цвет, который вам нравится. Наберите немного пигмента на кисть и разведите его водой на бумажной либо пластиковой палитре. Изначально я использую чистую воду и провожу полосочку. Кисточка должна быть мокрой, не сухой, для того, чтобы вниз у вас стекала вода. Дальше я макаю кисть в лужицу на палитре и провожу еще одну полосочку внизу. Дальше набираем еще немного пигмента и добавляем на бумагу. С каждым разом нужно набирать больше пигмента, и таким образом мы будем затемняться к низу. Чем больше мы набираем пигмента, чем он гуще, тем темнее ваш цвет. Чем больше вы используете воды, тем цвет светлее. Если тон не набирается, вам необходимо взять немного пигмента из палитры красок, добавить в лужицу на палитре бумажной и добавить уже на нашу заливку. Очень важно, чтобы у вас внизу скапливалась вода. Это нужно для того, чтобы бумага не успевала пересыхать. Если его не будет, то бумага пересохнет и ровный переход гладкий у вас не получится. Пигменты в воду, которые скопились внизу и уже не нужны, можно убрать сухой кисточкой. Для следующего упражнения нам понадобится два цвета. Намешайте отдельно каждый пигмент с водой на палитре бумажной либо пластиковой. И начинаем заливку с какого-то одного цвета, например, с красного. Дальше берем на кисть немного второго пигмента и добавляем в красную лужу. Цвет немного меняется. Получившийся пигмент добавляете на нашу заливку. Далее берем еще немного синего и добавляем в красный. Цвет меняется еще сильнее. Получившийся пигмент добавляете в заливку. И таким образом вам необходимо из одного цвета плавно перейти в другой и выйти на чистый второй цвет. Если второй цвет у вас в палитре запачкался, вы берете его из палитры красок, добавляете на бумажную и потом на заливку. Следующий переход будет от темного к светлому. Это будет аналогичный способ, как первая заливка, только с точностью наоборот. Набираете максимальный насыщенный тон и очень густую полоску закладываете сверху. Далее тот пигмент, который у вас в палитре самый темный, вы немного разбавляете водой и добавляете в полосу заливки. И с каждым разом, перед каждым нанесением на лист, вы разбавляете немного пятно в палитре и добавляете на бумагу. В последней заливке я использую 3 цвета. Постараюсь сделать переход из одного цвета в другой и из другого в третий. Вы можете использовать любые 3 цвета, которые вы хотите. Принцип точно такой же, как во втором упражнении, которое мы делали. Только из первого цвета во второй вам нужно перейти немного резче. То есть половину полосы у вас займет переход из одного цвета во второй. И вторую половину займет переход из второго цвета в третий. Смотрите внимательнее и повторяйте.
Я двигаюсь вниз штриховыми движениями. Таким образом, краска между собой вступает в реакцию и получается довольно-таки плавный переход. После того, как ваши заливки высохли, вы можете аккуратно снять скотч, и у вас получится 4 красивые ровные полосы. Я надеюсь, этот урок был для вас полезен, и он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на Instagram и Twitter. И до новых встреч. Желаю всем творческих успехов.